проснулся. Долго же ты валялся тут. Я спал. Я постарался напрячь память и вспомнить, что произошло. Помню, мы готовились к торжеству по случаю возвращения принца из северных земель. Все радовались, на улицах было полно людей, били колокола, а потом... Сон? Да, наверное, это похоже на сон. Только пробуждение ужаснее в сотни раз самого страшного сна. Смерть? Я попытался понять, сплю ли я до сих пор. Что было до того, как я отключился? Я попытался заговорить. Тронный зал — это последнее, что я помнил. Что случилось с королем и солдатами? Король — это тот, о ком ты вспомнил первым? Жизнь покинула эту землю давно. Теперь здесь только смерть и пустота. Глаза постепенно привыкали к темноте, но я все равно не мог его хорошо рассмотреть. Но голос, знакомый голос. Ну конечно, я вспоминаю этот голос, это тот человек, он приходил к нам в гарнизон. 2 солдат вернулись из Андарала, а через 2 дня умерли. Это один из тех, кто пришел забирать их тела. Могильщик Морда, скрипучий старческий голос, утративший все эмоции. По спине прошиб холодный пот, когда тишину прорезал сухой вопрос. А кто может вынести тела? Как распорядилась судьба, даже после смерти он продолжен заниматься своей работой. Я огляделся вокруг, склеп был наполнен полумраком. В углу копошились крысы, с потолка капала вода, пахло гнилью и плесенью. В стене были небольшие углубления, в которых что-то лежало, но в темноте я не видел, что. Я попытался встать, зазвенела ржавая кольчуга и лата. Я прекрасно все чувствовал: запах, холод, даже голод, какой-то нечеловеческий животный голод. Но чего-то не хватало, я не мог понять, чего. Сердце. Я не чувствовал стук своего сердца. Я поднялся наверх, было темно. Что сейчас, ночь? Кроны деревьев высоко поднимались вверх, небо закрывали тучи. Шел дождь. Где-то вдалеке слышался вой волков. В Тирисфальских лесах раньше не было волков, охотники следили за территорией королевства. Но сейчас, похоже, этим заниматься некому. Волки. Я увернулся и увидел Морда, теперь уже хорошо освещенный в лунном свете. Редкие седые волосы, впалые глаза. Нижняя челюсть висела на остатках кожи. Тело прикрывала старая холщовая роба, местами прожженная огнем. И, видимо, от неумелого обращения со свечами. По грязной робе стекали капли дождя. Волчье отродье расшумелось сегодня не на шутку. Смотритель смотрел на меня и словно видел насквозь. Его пронизывающий взгляд пробирал до самой души. Я знаю, о чем ты думаешь. Через этот могильник прошли сотни таких, как ты. Но сейчас меня интересует лишь одно. Старик приблизился ко мне ближе. Ты слышишь в голове шепот? Шепот? Смотритель пристально на меня уставился. Шепот, пронизывающий холодный шепот принца. Нет, я ничего не слышу, кроме шороха червей в твоей голове.
Морда одобрительно кивнул и отошел. Повезло тебе. Скорее всего, теперь у тебя будет будущее. Старик подал знак, и из темноты раздались шаги. Лунный свет осветил двух солдат в холщовых туниках, которые на ходу убирали мечи в ножны. Этот чист. На сегодня, думаю, больше никого не будет. Солдаты немного постояли, рассматривая меня с недоверием, и также скоро скрылись в темноту. У меня есть кое-что для тебя. Смотритель полез в складки своей робы, что-то достал и протянул мне. Я посмотрел, на костлявой ладони лежало 2 серебряных монеты. На них все еще было видно изображение короля Теренса. Я знаю, какой тебя сейчас мучает голод. Пока ты не надумал напасть кого-то из местных, иди в деревню, купи еды, восстанови силы. Я посмотрел на смотрителя, пытался понять, издевается он надо мной или нет. Обтянутое сухой кожей лицо не выражало никаких эмоций. Мысли в голову лезли абсолютно мне несвойственные, как будто остатки чужой воли остались у меня в душе. Почему бы просто не отрубить ему голову, забрать все, что у него есть, и спокойно уйти? У меня есть еще кое-что, что тебе сейчас нужнее всего. «И что же?» — спросил я, протянув руку к рукоятке меча. Пока ты не совершил то, что задумал, может быть, мой совет тебе поможет прожить на 1 день дольше. «Извини, старик, мне не нужны ничьи наставления». Я достал из ножен меч и направился к смотрителю. В конце концов, мне плевать уже, что со мной будет. Пусть меня изрубят на куски стражники. Зачем мне цепляться за эту жалкую жизнь? Я уже приблизился на расстояние удара, как вдруг услышал знакомый, но очень хриплый голос. «Дарья, остановись!» Что? Этого не может быть. Я обернулся и увидел ее. В памяти всплыл давно забытый образ молодой жрицы из храма. Малия была красивой молодой девушкой, которая решила посвятить себя монашеской службе. Много раз болтали, встречались в торговом квартале. Мне всегда было интересно, как ее занесло в эту обитель. Монахи — это самые скучные, унылые жители близлежащих фермерских угодий. Но она просто не вписывалась в их среду. Но она всегда уклонялась от ответа, каждый раз придумывая тему, чтобы отвлечь меня от вопросов. Малия рассказывала про свою учебу, как она помогала в госпитале исцелять раненых. Я делал внимательный вид, а сам наслаждался ее красотой и голосом. Голос у нее был воистину божественный. Читая молитву исцеления, даже безнадежно больные шли на поправку. Мне всегда было непонятно, как эти жрецы из храма, обращаясь к своей вере, вытворяли свои чудеса. Слушая песни молитвы, солдаты забывали про свои раны и переставали чувствовать боль, превращая их в завороженных слушателей голоса светлой жрицы. Может, и не было никаких чудес, может, все дело в этом чистом голосе. Но сейчас голос ее был тихий, хриплый, похожий на завывание ветра, холодный, пронизывающий ветер, продирающий до самых костей. Лицо было бледное, глаза горели тусклым огнем, а светлые локоны волос потемнели и висели, слипшиеся от дождя. Малия? Мне хотелось подойти к ней именно сейчас. Мне нужен тот, кто поможет разобраться в случившемся, объяснит, как быть, сейчас. Глядя на нее, я испытывал лишь боль и тоску. «Уходи, Дарий, не нужно умирать сегодня». Я почувствовал, как остатки чужого разума окончательно уходят из моей головы, и жгучее желание прикончить смотрителя рассеялось. Я взял у морды монеты и двинулся в сторону ворот. Дождь потихоньку заканчивался, волки умолкли, а луну растворил слабый рассветный туман. Дарий. Да, меня так звали когда-то. Память постепенно возвращалась.